Вечер в ресторане был обычным. Воздух пропитан запахом жареного мяса и свежего хлеба, звон посуды сливался с негромким смехом. Казалось, ничто не предвещает беды. У окна сидела женщина по имени Кара Норт. Короткие волосы, черная кожаная куртка, спокойный взгляд. Она заказала только кофе и задумчиво листала телефон. Никто бы не догадался, что в прошлом она служила в морской пехоте, прошла огонь, грязь и боевые операции. Ее тело отдыхало, но разум оставался настороже. Она все замечала: кто вошел, кто сел, кто слишком громко смеется. Именно поэтому Кара первой заметила троих мужчин у бара. Пьяные, самоуверенные, громкие. Они смеялись, спорили, а потом один из них, высокий, с золотой цепью на шее, указал в ее сторону. Остальные двое повернулись и расхохотались. Их взгляды стали наглыми, и Кара поняла, скоро подойдут. Через минуту один из них, шатаясь, оказался у ее стола. «Сидишь одна?» — спросил он, нагло заглядывая в телефон. Кара подняла глаза. «Сидела», — ответила спокойно. Его улыбка дрогнула. Второй встал из-за стола и встал у нее за спиной, отрезав путь к выходу. Люди вокруг делали вид, что ничего не происходит. Классическая тишина равнодушных. Кара поставила чашку на блюдце и произнесла ровно: «Отойдите». Мужчины переглянулись и расхохотались. Первый потянулся к ее руке. И тогда все закончилось. Одно короткое движение, локоть в солнечное сплетение. Мужчина сложился пополам, а сел на пол, захлебываясь воздухом. Второй рванулся вперед, Кара развернулась, колено в челюсть, глухой удар, и он рухнул на ближайший стол. Третий бросился на нее, но не успел. Через секунду его запястье было вывернуто, лицо прижато к полу. Все произошло за 15 секунд. В ресторане замерли даже звуки посуды. Кара стояла, дыша ровно, глядя на упавших. «Встанешь, сломаю руку», — сказала она тихо, почти шепотом. Ее слова подействовали сильнее любого удара. Мужчина на полу закивал, глаза полные ужаса. Остальные, дрожа, пытались подняться. Публика шепталась, кто-то включил камеру телефона, кто-то прошептал: «Она военная». Кара спокойно села обратно, поправила куртку, сделала глоток остывшего кофе. Все вокруг казалось замершим. Второй мужчина вытер кровь с губ и выдавил из себя: «Мы это так не оставим». Она повернулась к нему, и ее взгляд был холодным, как сталь. «Уже оставили». Он опустил глаза и вышел. Следом за ним двинулись остальные. В ресторане повисла звенящая тишина. Люди не знали, аплодировать или молчать. Официантка робко подошла. «С вами все в порядке?» «Да», — ответила Кара. «Простите за беспорядок». Она заплатила, встала и направилась к выходу. Проходя мимо, посетители расступались, глядя ей вслед с уважением и легким страхом. На улице было прохладно. Кара вдохнула свежий воздух, подняла воротник куртки и пошла прочь. Для нее все это было не подвигом, а просто еще одним вечером. Но для всех, кто видел, напоминанием, что настоящая сила не в ярости, а в умении сохранять холодную голову, когда другие теряют самообладание.